Владимир, приветствуем. Владимир, здрасте. Привет. Видно, слышно нормально. Всем привет. Отлично, видно, слышно. Первый вопрос. Мы хотели про экономику поговорить, но уж, наверное, раз такой случай, у нас такой гость, хочется много чего обсудить. Мы тут спрашивали наших зрителей по ходу эфира, почему российская сторона отрицает потери, не говорит о масштабах. И мы разные варианты, эксперты у нас разные мнения высказывали. Мнение Владимира Милова, почему российские власти скрывают эти потери? Две проблемы здесь для Путина. Первое, это то, что, конечно, когда все услышат цифру, поймут реальный масштаб, то все ужаснутся, потому что мы все помним там и афганскую, чеченскую, другие войны, и, честно говоря, война против Украины, она побила все рекорды со времен Второй мировой, и все эти годы вот такое число потерь, там, не знаю, там 5 тысяч, 10 тысяч, тем более там 20 тысяч, это считалось бы очень значительным, то есть наше общество имеет опыт войн. В принципе, все понимают цифру, что это очень-очень много людей. Да? То есть вот первое, все-таки Путин все свои годы старался избегать вот этого, он старался избегать того, что его правление там приносит какие-то большие жертвы. Ну и второе, если все вот эту цифру услышат из официальных уст и узнают, то, конечно, начнется вопрос, а зачем? То есть сейчас помимо фактора потерь есть на другой чаше весов фактор того, что Россия, так вот, если очень-очень мягко сказать, вообще ничего не приобрела в ходе вот этих почти 2 месяцев войны. То есть получается, что все эти потери были зря. Они, конечно, сейчас будут что-то клокотать там про какое-то новое куда-то наступление на Донбассе или не на Донбассе, но новое это новое. А уже было почти 2 месяца войны и такие невероятные цифры потерь. То есть как бы первый вопрос, вот а нафига это было все? Конечно, его будут задавать обычные люди, которые услышат вот этот же пресс-релиз, если вдруг власти признаются в официальной цифре. Но я думаю, что они этого не сделают. Владимир, да, но мы начали с такого общего вопроса, но, конечно, коль вы у нас в эфире, как экономиста хотел бы вас спросить. Вот сегодня, например, выступал Владимир Путин, и если честно, узнав, что вот он выступает, я ждал от него какого-то такого, ну, знаете, признания, что, ребята, будет тяжко, на самом деле все сложнее, чем мы думали, ну, пора бы уже признать, что по экономике. А он выступил с какими-то победными, опять же, выступлениями, он сказал, что там все будет нормально, и всем поможем, и всем там дадим, да, кому-то тяжело, но это временно. Как вы думаете, надолго ли его хватит с такими заявлениями? Часто ли он еще будет их делать или скоро прекратит? Честно говоря, поэтому вот судя, мне кажется, что действительно вот логично было бы, если бы он сказал, ребятки, мы в такой тяжелой ситуации, вот боремся с мировым нацизмом, надо подзатянуть пояса. Но то, что он даже вообще ни слова не говорит в эту сторону, мне кажется, это подсказывает нам, в принципе, как ему докладывают обстановку. То есть теперь я понимаю, для чего они все это делали, там запрещали вывоз капитала, вводили обязательную продажу валютной выручки, запрет покупки валюты населением, чтобы нарисовать ему 2 красивые циферки, что доллар укрепился на бирже и что биржевые индексы подросли после того дна, где они были в начале марта. Вот они эти циферки делали специально для одного зрителя, чтобы он решил, он посмотрел, он же любит как, раз быстренько по паре цифр прошелся, значит вот все хорошо. Я думаю, что вся вот эта вот спецоперация «Дымовая завеса» по курсу рубля и биржевым индексам, она делалась вот для одного потребителя, как вот, если смотрели Дудя, там они обсуждали с Идельман, как диктатор португальский Салазар, для него делали газету в единственном экземпляре, победными новостями, что в Португалии все якобы хорошо. Вот примерно похожая ситуация одновременно, вот что, конечно, еще смешнее делает всю эту ситуацию, что сегодня Набиуллина выступала в Госдуме, и она сказала прямо противоположное, что это все еще цветочки, а реальные проблемы для экономики начнутся летом. Это прямая цитата, когда все вот эти санкции и разрыв цепочек поставок, они уже скажут масло на экономической ситуации в стране, это будет летом. Так что лучше, мне кажется, слушать Набиуллину в этом плане сегодняшнего, а не Путин. То есть, реально, я услышал вас, но мне хочется, чтобы вы еще раз сказали это. Дед реально не в курсе, то есть ему не докладывают, что настолько все плохо. То есть он не делает вид, он реально не врубается, насколько все плохо, как люди, не знаю, цены у них растут, как тяжело становится, что там уже чего-то не хватает. Реально он не в курсе? Ну вот, судя по его сегодняшнему выступлению, понимаете, если бы он действительно понимал, что происходит, он, конечно, нашел бы хотя бы пару слов, вот, Дмитрий, как вы и сказали.
Если бы он действительно понимал всю глубину вот места такого, где мы находимся, которое нельзя называть в эфире, потому что нас могут смотреть дети, да. Но, значит, если бы он это понимал, он нашел хотя бы пару слов. Типа, да, есть временные трудности, но... Но то, что он вот начал это все рассказывать про прекрасную маркизу, это говорит о том, что он просто не понимает, что происходит. Видимо, они действительно просто боятся ему сказать, чтобы не полететь там куда-нибудь там вслед за... Я не знаю, боюсь эти слухи комментировать, кто там арестован, не арестован, но они точно все боятся, что с ними такое может быть. Поэтому не докладывают. Владимир, ты упомянул про санкции, а вот хочется про это подробнее поговорить. Уже 6 пакетов было введено, 5 против российской экономики из-за действий Путина. Что еще, на твой взгляд, осталось из такого сильного давления на экономику России, на Владимира Путина лично, что еще не было использовано Европейским Союзом, не было использовано Западом, для того, чтобы Путин понял, что пора прекращать эту войну, потому что слишком большие потери он несет? Что-то еще осталось такое большое? Ой, там, Руслан, там осталось просто море всего. Там реально сотни и тысячи опций. Ну, например, они могут просто отрубить им все спутниковое вещание. Потому что оно идет через либо иностранные спутники, либо которые прямо операторами выступают иностранные компании, либо оператором нескольких выступает в ГУП «Космическая связь», но там вся начинка иностранная. Вот. Вообще, честно говоря, я в шоке, что они до сих пор этого не сделали. Потому что они вот за границей рубят доступ к каким-то российским ресурсам. Ну, просто взять им спутник, отключить, чтобы они же, помнишь, как они гордились переходом на цифровой сигнал, там, мультиплексы эти все. Вот это можно выключить завтра, например, да. Следующий момент. Все наше сельское хозяйство, например, растениеводство, зависит от импортного семенного банка. То есть просто запретить импорт семян, и у нас урожайность падает вдвое. А у нас там цифры адские совершенно. Ну, по сахарной свекле мы, например, почти на 100% зависим от импортных семян. Да? Ой, там просто, например, вся банковская система, все программное обеспечение, вся вот их цифровая архитектура держится на 3-4 западных компаниях. Если они перестанут обслуживать российские банки, то у нас просто накроется... Это хуже, чем отключение от SWIFT. Да? То есть накроется просто все. Ну, про нефтегазовый эмбарго я вообще молчу. Я думаю, что они начнут на этой, возможно, неделе его все-таки не сплошную, но поэтапно, скорее всего, вводить. Так что опций там огромное количество, и думаю, что ущерб от всего этого в итоге даже до Путина дойдет в его бункере. Даже он поймет, с чем мы столкнулись. А что касается персональных санкций, мы многие годы, наша команда добивалась их, требовала. Сейчас мы видим, что они вводятся. Но как, на твой взгляд, они имеют какое-то влияние? Приводит ли к какому-то, ну, что, знаешь, что говорят политологи-дурачки, к расколу элит? Вот это все происходит? Или слишком поздно эти санкции введены, и они уже ни на что не влияют? Смотри, я считаю, что гораздо более важный фактор. Я в раскол элит не верю. Потому что он как бы может и может быть, но Путин их настолько унасекомил за эти 20 с лишним лет, что даже если они там расколются, они ничего не могут. Он просто перебьет их, как муравьев там передают. Да? Вот. Поэтому я не верю в раскол элит в таком политологическом смысле, но что я не то что верю, а это уже происходит. Да? Происходит такой тихий саботаж, то есть итальянская забастовка. То есть все перестают для него чего-то делать. Потому что все поняли, что они абсолютно демотивированы, он привел все к краху, и все какие-то там меры по спасению, это, в общем, насосы на Титаник. Поэтому вот, если раньше они были так инициативно лояльны, типа, что мы там еще и с огоньком придумаем, как укрепить путинскую систему, то сейчас они максимум будут стараться вот пройти по какой-то кромочке, чтобы ни с кем не поссориться и не навлечь на себя какой-то начальственный гнев. Но это будет означать быструю достаточно дезинтеграцию всего управленческого механизма, поэтому раскол элит нет, а вот прекращение работоспособности это да. Я думаю, что это вот будет очень серьезный эффект, который мы увидим прямо в самое ближайшее время. Слушайте, а вот продолжаем, я в свою очередь продолжаю такую рубрику новости экономические, которые нас сегодня удивили. Центробанк разрешил продавать наличную валюту. Я почему удивился этой новости? Я думал, они только будут все запрещать, ограничивать, банить, а они такие раз и продают наличную валюту. Может быть, значит, что все на самом деле все гораздо лучше, все не так плохо, как мы думали. Вот и валюту уже можно покупать, и все хорошо, покупайте, товарищи, дальше больше. Ну, там вот народ, значит, ринулся в полевые эксперименты. Типа в банке давайте что-нибудь купим. В общем, bottom line всего этого дела. Во-первых, они разрешили покупать не всю валюту, а только новую. Только валюту, которая вот
банки, соответственно, купили уже после введения всех этих ограничений Центробанка. Во-вторых, мы видим, что банки в целом саботируют все это дело. И если, я не знаю, то, может быть, где-то кому-то что-то удалось купить, но что мы сегодня видим? Мы можем зайти, например, на многие банки. Вот я вывешивал скрины того, что мне попалось под руку у себя в Твиттере. Многие банки ввели запретительные курсы продажи. 999 рублей за доллар. Не хочешь? Это Совкомбанк. Один из топ-10, значит, крупнейших российских банков. Русский стандарт, там, типа 170 рублей за доллар. На самом деле, вот эти цифры говорят нам, что, вот еще раз подтверждение, мы не знаем, какой реальный курс. Вся это биржевое укрепление, это, конечно, была бутафория. Да? Следующий момент. Многие банки говорят, у нас да, курс хороший, там, можете купить по 90, но у нас валюты в кассе вот просто нет, там, извините, езжайте в главный филиал или куда-то. Часть банков просто говорит, что мы валютой как бы больше пока не занимаемся, поэтому курсы курсами, а вот у нас ничего для вас нет. Да. Поэтому в целом, не исключая там отдельные случаи, что кто-то смог купить по относительно нормальному курсу, кстати, если можете, покупайте именно в банке, а не на черном рынке. Да. Рубль будет дальше очень сильно дешеветь. Но в целом банки саботируют продажу валюты населению, потому что, конечно, с одной стороны, они по 90 не хотят продавать, а с другой стороны, если они начнут продавать реально по дорогим курсам, то они тоже могут себя нефть Центробанка навлечь, и они вот этого не хотят. Поэтому они так, вот как раз о чем я говорю, такая итальянская забастовка, вот один из вариантов, как она выглядит. В общем, разрешили вроде, да, но банки это саботируют. Одна из главных тем наших всех эфиров, такая сквозная, это война. Мы говорим о ее последствиях. Переговоры, о которых много пишут российские СМИ, переговоры, на которые надеются все, кто желают окончания этой войны. Насколько, на твой взгляд, они близки к финалу? Насколько эта война, как долго эта война еще может продолжаться, когда, очевидно, уже 1,5 месяца вся эта мясорубка длится и, казалось бы, ни конца, ни края не видно, но вот регулярно нам говорят о том, что на переговорах достигли те или иные микродоговоренности. Как скоро все это прекратится и каким образом это прекратится? Ну, первое, я не верю в переговоры. Я думаю, что тема с переговорами, она реально отошла очень сильно на какой-то там задний план после вот этих зверств. После зверств российской армии и военных преступлений, которые были выявлены на оставленных ими территориях, Буче, Бородянке и так далее. Это очень сильно, вот по моим ощущениям, вот как я чувствую по международным политикам, как вот весь этот замер идет, по моим ощущениям, это кардинально изменило подход и взгляд на мирные переговоры. То есть они, как достижение какого-то соглашения стало невозможным без, во-первых, расследования вот этого всего, во-вторых, ответственности России за все, что было совершено. А как мы знаем, Путин вообще категорически отрицает, что там что-то было и вообще причастен. Да? Называют все это фейком. И третий вот такой момент. Я думаю, что это в мире уже понимают все, что Путин разнес там, не полстраны, а даже больше. Да? Это надо восстанавливать. То есть я думаю, что без решения вопроса о репарациях какого-то мирного соглашения не будет, это как бы уже ясно. Да? Ну и самое главное, что после всех этих лет, когда Путин всех обманывал, выбрасывал там целый букет международных соглашений и обязательств России, там, легко выбрасывал в мусорную корзину. Ему просто никто не верит. Поэтому для того, чтобы было какое-то мирное соглашение, нужны какие-то прям такие очень серьезные железобетонные гарантии. Я даже не знаю, кто-то готов ли их от Путина в его нынешнем виде принять. И второе, вот что будет с этой войной, к сожалению, сложно делать прогнозы, как мы знаем, по последним месяцам это оказалось дело неблагодарное, ужасно, да? Но вот так как это все идет, к сожалению, у меня это вызывает в памяти одну аналогию. Молодежь не очень знает, но погуглите. Была такая штука, называлась Ирано-Иракская война. Это война, которая все 80-е годы шла между Ираном и Ираком. Смысл? Там было море жертв, при этом они территориально особо не продвинулись. Все эти 10 лет. Туда-сюда вот кто-то захватывал какие-то кусочки территории, но, в общем, примерно закончилось это все примерно там же, где и началось. Да. Вот, поскольку Путин уперся, и вот пока его не развернуть, да, не видно, чтобы это вот как-то происходило. Вполне возможно, что это перейдет вот в такой многолетний тлеющий конфликт. Я вот реально помню, в 80-е там как бы все выпуски новостей, значит, где-то там каким-то пунктом шло,
А вот на фронтах Ирано-Иракской войны там опять какое-то наступление, опять столько-то жертв. Каждый день. Да. Вот почти 10 лет. К сожалению, Путин ведет вот к этому делу, поэтому, на мой взгляд, вопрос остановки войны – это не вопрос мирного соглашения, а это вопрос нанесения ему поражения. Очень чувствительного поражения военного, и очень серьезно придушить его новыми санкциями экономически. Может быть, это его какой-то, в общем, вышедший куда-то в стратосферу мозг заставит одуматься о том, что он делает. Ну и вопрос, который мы сегодня тоже обсуждаем со всеми нашими гостями эфира. В ходе этой войны много говорят и про то, что олигархи отвернулись, и про то, что внутри конфликт, внутри его окружения. Вот по мнению Владимира Милова, на кого сейчас опирается Владимир Путин после начала этой войны? И вообще, изменилась ли его опора с последними событиями? На сирийских генералов-убийц. Мы видим, что, например, ключевые люди в операции – это вот Дворников, который командует Южным военным округом, а раньше командовал группировкой в Сирии, и Суровикин – это командующий военно-космическими силами, который бомбит, собственно, Украину. Это предыдущий до Дворникова командующий группировкой в Сирии. Причем Суровикин, я думаю, что вы рассказывали об этом, да, Суровикин известен тем, что он командовал БТРом, который в августе 1991 года на Садовом кольце раздавил насмерть защитников Белого дома, защитников 3 человек. российской демократии. Да, он был лейтенантом тогда, а вот сейчас... То есть, короче говоря, вот если вы наберете там Суровикин, мясник Алеппо, и Дворников, мясник Алеппо, вот у них у обеих такое вот как бы почетное звание. То есть это люди, которые ни во что не ставят ценность человеческой жизни, которым как бы на все плевать, они просто играются вот в это как с какой-то картой игрушечной на театре военных действий, и им абсолютно наплевать на любые человеческие страдания, жертвы, потери, разрушения и так далее, да. Вот такое как бы политбюро из генералов-убийц. На мой взгляд, это люди, которые сегодня вот являются самым ближайшим окружением Путина и вот направляют все это вот, в общем, адское действие, которое мы комментируем уже по месяцу.